9 сентября 1980 года над западной частью Тихого океана свирепствовал тайфун Ланьхуа, название которого с китайского переводится как «орхидея». Скорость ветра достигала ураганных значений, а волны вырастали до высоты пятиэтажного здания. И именно через этот бушующий водяной хаос продолжал движение корабль. Но это было необычное судно. Это был МВ «Хайшань», стальной исполин длиной почти в 3 футбольных поля. Его можно было бы сравнить с шанхайской телебашней, если бы ее уложили горизонтально. Этот колосс заметно превосходил по размерам легендарный «Титаник». Он был длиннее примерно на четверть и почти вдвое шире. «Хайшань» считался крупнейшим торговым судном Китайской Народной Республики своего времени и по массе превосходил «Титаник» примерно в 4 раза. На капитанском мостике находился Чэнь Гэчэн, моряк с 20-летним опытом, человек, не раз проводивший суда сквозь тайфуны и искренне уверенный, что его корабль выдержит любой удар стихии. Хайшань был построен всего 4 года назад на знаменитой верфи в Даляне, которая десятилетиями снабжала китайский флот. Это было судно нового поколения, вобравшее в себя все инженерные достижения конца 70-х годов: двойной корпус, усиленные переборки, мощные системы откачки воды, практически непотопляемая крепость из стали. Капитан снизил ход до минимума и развернул судно носом навстречу волнам. Стандартное решение в условиях сильного шторма. В радиоэфир ушло последнее сообщение. Все под контролем. На борту находились 44 человека, экипаж и 2 жены офицеров. Все они были опытными профессионалами, моряками, инженерами, механиками. В Шанхае капитана Чэня ждала жена. После 2 месяцев разлуки они планировали провести вместе несколько дней. Судно прошло длинный путь. Оно вышло из канадского Ванкувера с грузом железной руды, пересекло Тихий океан, обогнуло Филиппины и направлялось к южному побережью Китая, в порт Гуанчжоу. До цели оставались последние мили. Хайшань был особенным кораблем, универсальным грузовозом, способным перевозить практически любые грузы — нефть, зерно, руду. Революционная для того времени концепция заключалась в том, чтобы судно никогда не шло пустым. Доставив нефть в одну сторону, оно загружалось рудой на обратном пути. Таких судов в мире было всего 6. Все они были построены в Китае и считались вершиной инженерной мысли. Ближе к полуночи океан превратился в кипящий котел. Некоторые волны достигали длины самого судна, почти 300 метров движущейся воды. Корабль то взмывал на гребень, словно на американских горках, то проваливался в бездну между водяными стенами. Палубу накрывали тонны воды, а ветер превращал брызги в горизонтальный поток, бьющий с силой пулеметной очереди. В машинном отделении инженеры внимательно следили за работой двигателей. Мощные дизели работали ровно, а откачивающие помпы уверенно справлялись с бесконечным напором воды. В каютах часть экипажа пыталась отдохнуть, привязав себя к койкам, чтобы не вылететь при очередном крене. Кто-то играл в карты, кто-то читал, стараясь отвлечься от оглушающего воя ветра за бортом. Тайфун Ланьхуа отличался крайней непредсказуемостью и несколько раз менял направление. 3 разные метеосводки давали 3 совершенно разных прогноза. Капитан выбрал курс, который по расчетам должен был увести судно от всех возможных траекторий тайфуна, однако океан действовал по собственным законам. В 3 часа ночи радиосвязь с Хайшань внезапно оборвалась. Не было ни сигнала бедствия, ни СОС, просто тишина. Утром, когда тайфун начал ослабевать, 2 других судна, находившихся в том же районе, благополучно достигли портов. Их капитаны докладывали, что пережили один из самых страшных штормов за всю карьеру, но сумели устоять.
Хайшань не вышел на связь ни через час, ни через день, ни через неделю. Сначала владельцы, Шанхайская государственная судоходная компания, не поднимали тревогу. В сильный шторм радиоантенны часто выходят из строя. Но когда прошла неделя и судно не появилось ни в одном китайском порту, тревогу все же объявили. Официальные поиски начались лишь через 6 дней после исчезновения. Китайские военные корабли, вертолеты и патрульные самолеты методично прочесывали каждый участок моря, пытаясь обнаружить хоть какие-то следы — обломки, спасательные плоты, нефтяные пятна, плавающий мусор. Однако океан оказался пугающе пустым. Это противоречило всем известным законам. При гибели любого корабля на поверхность всегда всплывает что-то — мебель, пластиковые емкости, спасательные жилеты, документы. Здесь не было ничего, словно корабль размером с небоскреб просто исчез. Спустя 2 недели поиски прекратили. Официальное заключение властей было предельно кратким. Судно погибло в шторме. Никакого детального расследования, никакого анализа причин, никаких вопросов. Для сравнения, после гибели «Титаника» расследование длилось годами, изучалась каждая деталь, опрашивались сотни свидетелей. Здесь же гигант, в 4 раза превосходящий его по массе, был просто списан на стихию. Единственной находкой стала пустая спасательная шлюпка с Хайшань, обнаруженная китайским танкером через 1,5 месяца. Для семей погибших такое расследование выглядело издевательством. Более трети экипажа были жителями Шанхая, города, где базировалась компания-владелец. Эти люди не могли просто исчезнуть бесследно. Среди тех, кто отказался принять официальную версию, был Лю Чжэнхуа. В той катастрофе он потерял сына, 25-летнего механика. Но Лю был не просто убитым горем отцом. Всю жизнь он проработал морским инспектором, проверяя техническое состояние судов, знал их устройства, слабые места и возможные сценарии аварий, и был уверен, корабли класса Хайшань не исчезают без следа. Он начал собственное расследование. Первое, что выяснил Лю, Хайшань был одним из 6 однотипных судов, построенных на одной верфи по одному проекту. Все они считались флагманами китайского торгового флота. Через 1,5 года после исчезновения Хайшань судно из той же серии попало в шторм в Желтом море, и прямо во время плавания в носовой части корпуса появились трещины. Капитан успел подать сигнал бедствия. Экипаж эвакуировали вертолетами, а судно с большим трудом дотянули до порта Циндао. Это стало поворотным моментом. Лю связался с владельцами остальных 4 судов серии и узнал шокирующую деталь. У всех них были обнаружены трещины в том же самом месте, в носовой части корпуса. Все корабли без огласки отзывали на срочный ремонт. Причина вскрылась в финансовых отчетах. В 70-е годы китайские верфи находились в тяжелом положении. Японские и корейские судостроители предлагали аналогичные суда дешевле и строили их быстрее. Чтобы выжить, китайские компании начали экономить, использовать более дешевую сталь, упрощать конструкции и отступать от утвержденных чертежей. Лю неоднократно направлял собранные материалы в Министерство транспорта, но ответа так и не получил. Тогда он попытался привлечь прессу, однако история не получила широкой огласки. Он не сдался и помог создать ассоциацию семей погибших на Хайшань, превратив личную трагедию в организованную борьбу за правду. Перелом произошел в ноябре 1986 года, когда еще одно судно этой серии, следовавшее из Австралии с грузом руды, в Южно-Китайском море столкнулось с аналогичной проблемой. В носовой части начали появляться крупные трещины. Корабль укрылся в бухте острова Хайнань, но через 2 дня шторм сорвал его с якоря. Потеряв управление, судно налетело на прибрежные скалы и буквально разломилось надвое.
На этот раз экипажу удалось спастись, и власти уже не могли игнорировать происходящее. Началось официальное расследование. В течение полугода эксперты изучали документацию, чертежи, опрашивали свидетелей, а Лю Чжэнхуа передал им все собранные материалы. Семьи погибших надеялись наконец услышать правду. Однако отчет был опубликован лишь через 9 лет после катастрофы, и о его существовании семьи узнали из газет. Вердикт гласил, что никаких конструктивных дефектов у судов серии не обнаружено, а Хайшань погиб исключительно из-за сил природы, предположительно потеряв управление в шторме. Для родственников это стало настоящей пощечиной. Но они не сдались. В начале 90-х в прессу начали просачиваться тревожные данные. Крупные грузовые суда исчезали в океанах с пугающей регулярностью, почти всегда вместе со всем экипажем. За 14 лет стихия унесла около 150 балкеров и более 1000 жизней. При этом большинство трагедий так и не были тщательно расследованы. Несмотря на это, власти продолжали отказываться возобновлять поиски Хайшань. Тогда, спустя 14 лет после трагедии, Ассоциация семей при поддержке Международного профсоюза моряков самостоятельно собрала средства на беспрецедентную частную экспедицию без участия государства. Оснащенное новейшим глубоководным сонаром исследовательское судно отправилось в Тихий океан к точке, где Хайшань передал последние координаты. Удивительно, но корабль обнаружили всего за одни сутки. Он лежал на глубине 4 километров, глубже высоты самых высоких гор Азии. Это был не разорванный остров, как у «Титаника», и не хаотичное поле обломков. На дне покоился почти целый гигантский стальной корпус, неподвижный в вечной холодной темноте. Следующие 6 лет ушли на детальное изучение судна. Глубоководные роботы сделали сотни тысяч снимков, позволивших создать подробнейшую трехмерную модель крушения. Лишь в 2000 году истина, наконец, всплыла на поверхность. Огромное судно длиной в 3 футбольных поля, созданное для борьбы с яростью океана, погубила одна маленькая железная дверь размером с обычную квартирную. В самом носу корабля находился неприметный склад с тросами, краской и инструментами. По проекту его должна была защищать герметичная усиленная дверь, рассчитанная на удар многотонной волны, но при строительстве туда установили обычную тонкую стальную дверь, такую же, как в жилых каютах. Обычная халатность и стремление сэкономить стоили жизни десяткам людей и отправили на дно целый океанский гигант. Когда Хайшань встретил тайфун, волны начали бить прямо в нос судна. Позднее ученые рассчитали, что корабль мог столкнуться с волной-убийцей высотой с 6-этажного дома. Одна особенно мощная волна просто выбила дверь склада, и вода хлынула внутрь. За считанные минуты в небольшом помещении оказались 1000 тонн воды. Нос судна утяжелился и ушел глубже под воду. Теперь волны били уже не в высокий борт, а прямо в палубу, ломая вентиляционные трубы и открывая путь воде в трюмы. В машинном отделении люди еще пытались осознать происходящее. Они слышали грохот, ощущали, как судно все сильнее зарывается носом вниз, но не знали, что у них осталось меньше 2 минут. Далее сработал эффект домино. Вода в носовом складе заставила корабль еще глубже врезаться в бушующее море, волны начали перекатываться через палубу и срывать крышки грузовых люков. Стальные плиты размером с теннисный корт, не рассчитанные на давление тайфуна. Как только вода проникла в первый трюм с рудой, исход стал неизбежен. Железная руда, смешиваясь с водой, превращается в подобие жидкого бетона, сверхтяжелую массу, мгновенно тянущую судно ко дну. Трюм за трюмом заполнялись водой, и менее чем за 2 минуты гигант полностью исчез под поверхностью. Настолько быстро, что радист не успел даже подать сигнал бедствия.
Раскрытая правда о гибели Хайшань потрясла все морское сообщество. Стало очевидно, если ничего не менять, подобное может повториться с любым судном и в любом океане. После публикации окончательного отчета в 2000 году в мировом судоходстве произошла настоящая революция. Китайское правительство выдвинуло более 20 рекомендаций по повышению безопасности, и все они были приняты международным морским сообществом. Судостроители ужесточили стандарты для носовых помещений, полностью переработали конструкцию грузовых люков, сделали обязательными датчики воды в трюмах, установили камеры в носовой части всех крупных грузовых судов и ввели черные ящики на торговом флоте. Эти меры за последнюю четверть века спасли сотни судов и тысячи жизней. Сегодня грузовые суда тонут в разы реже, чем в 80-х. В 2018 году в Шанхае, в саду храма Чэнхуанмяо, был установлен бронзовый мемориал с именами всех 44 погибших, а на самом корпусе Хайшань, покоящемся на дне океана, водолазы закрепили памятную табличку. Хайшань до сих пор лежит в Тихом океане. 4 километра воды отделяют его от поверхности. В полной темноте и под чудовищным давлением стальной гигант стал вечным памятником. Памятником человеческой халатности и глупости, утопивших огромный корабль, и одновременно упорству и стойкости, позволившим поднять страшную правду со дна. Если бы не Лю Джэнхуа и другие родственники погибших, если бы не их 14-летняя борьба, мир так и не узнал бы истину. Сколько еще таких Хайшань продолжало бы выходить в море с теми же дефектами, остается лишь гадать. История одного корабля изменила мировое судоходство. Цена этих изменений — 44 жизни и 14 лет борьбы одного отца, который не позволил миру забыть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.